Сахарный диабет в первые годы, он, знаете ли, убивает как радиация. И сахар повышен, и ожирение, и что же делать? Проверьте сахар крови. Он пришел к эндокринологу за одной таблеткой, а вышел вот с таким вот списком препаратов. Диабет, он не щадит ни один орган, ни один. Вот сейчас самое главное откровение от эндокринолога. Мы лечим сахарный диабет не для того, чтобы сделать нормальным ваш сахар. Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите программу «На здоровье». Меня зовут Елена Войцеховская, я медицинский журналист. И сегодня, как всегда, в этой студии лучшие врачи, которые могут дать вам те знания, о которых вы давно мечтали. Сегодня мы с вами узнаем, можно ли вылечить сахарный диабет второго типа, как понять, что эта болезнь начинается, и если это с вами случилось, что важно делать дальше. У нас в гостях потрясающая женщина, великолепный врач-эндокринолог Ольга Юрьевна Демичева, доктор. Здравствуйте. Здравствуйте, Елена. Ольга Демичева, врач-эндокринолог, специалист по паллиативной помощи, член Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, президент межрегиональной благотворительной общественной организации «Справедливая помощь» доктора Лизы, лауреат Государственной премии Российской Федерации за правозащитную деятельность. В очередной раз ученые из Китая в 2024 году заявили о том, что они смогли вылечить первого пациента с пересаженными клетками поджелудочной железы, вылечить от сахарного диабета второго типа. Есть ли надежда? Замечательный вопрос на самом деле. Надежды, они ведь всегда есть. Они нас питают, и без них куда мы, без надежд. Вот та история китайская, когда речь шла о выздоровлении человека с сахарным диабетом благодаря пересадки бета-клеток поджелудочной железы. Тут ведь вот какая история. При сахарном диабете второго типа бета-клетки поджелудочной железы, та самая фабрика инсулина, никуда не пропадает, она есть. Вторую подсаживать нет необходимости. И речь-то, я подозреваю, все-таки шла не о втором, а о первом типе сахарного диабета, при котором вообще нет своего инсулина, потому что фабрику инсулина убила иммунная система. Аутоиммунное заболевание, сахарный диабет первого типа, когда антитела по ошибке, принимающие бета-клетки поджелудочной железы за чужие, уничтожают весь этот пул, и развивается абсолютная инсулиновая недостаточность. И вот тогда, казалось бы, пересадка бета-клеток была бы панацеей. И китайцы не первые, кто это придумал. Еще в середине 20 века многократно пытались проводить такие операции, пересадка бета-клеток поджелудочной железы, вроде бы на поверхности. Их нет, мы их пересадим, и все будет хорошо. Но иммунная система, которая убила свои бета-клетки, точно так же убьет и новенькие пересаженные. Вопрос нескольких месяцев, и диабет первого типа вернется. Вы знаете, на самом деле, я вчера, когда тоже готовилась к нашему интервью, прочитав эту новость, была уверена, что речь о диабете первого типа. Но нет, оказалось, что наши коллеги, журналисты, они опубликовали эту новость в связке непосредственно с сахарным диабетом второго типа. Но спасибо большое за то, что вы пояснили, что на самом деле на сегодняшний день вылечить сахарный диабет второго типа не представляется возможным. Не совсем так. Так, вот это интересненько. Здесь мы будем искать решение не в пересадке бета-клеток, а в устранении главного фактора, способствующего прогрессированию диабета второго типа. Это инсулинорезистентность, то есть нечувствительность собственных тканей, собственных клеток к эффектам собственного инсулина. Инсулинорезистентность развивается при одном условии, когда есть избыток жировой ткани. То есть предиктором диабета второго типа и его сопровождающим фактором является ожирение или избыточная масса тела. Так вот, если назначается адекватная терапия, способствующая полной нормализации массы тела, в ряде случаев мы видим настолько красивую, стойкую, полную ремиссию диабета второго типа, что нет необходимости не давать лекарственные препараты, не предписывать какие-то еще дополнительные меры, строгие ограничения по питанию и так далее, для того, чтобы иметь нормальный уровень глюкозы крови.
Так что можно сказать, что стойкая ремиссия достижима при достижении абсолютно нормальной массы тела. Если мы говорим о том, что это недавно дебютировавший сахарный диабет, не очень тяжело протекающий, легко компенсирующийся пероральными сахароснижающими препаратами современными, которые есть в инъекционной форме, но мы не об инсулинотерапии поддерживающей говорим. То есть это вот такой вот вариант второго типа, который может уйти в стойкую ремиссию. Ваша многолетняя практика о чем говорит? Что вот, предположим, есть человек с избыточной массой тела, да, и уже с поставленным диагнозом сахарный диабет второго типа. Каким образом он может избавиться от лишнего веса? Самостоятельная там диета с диетологом или какая-то инъекционная терапия новыми современными препаратами и российскими препаратами в том числе? Сугубо такого вот строгого принципиального значения, как именно будет нормализоваться вес у этого человека, нет, пожалуй. Это может быть и бариатрическая хирургическая операция, это могут быть и соответствующие инъекционные препараты, которые, кстати, применяются и непосредственно для лечения диабета второго типа. Это препараты группы агонистов глюкагоноподобного пептида первого типа. Эти препараты сейчас в топе, потому что помимо того, что они успешно позволяют вести пациентов с сахарным диабетом, добиваться нормального уровня сахара крови, они еще замечательно, некоторые из них, особенно здорово, позволяют снижать массу тела. И ряд препаратов этой группы сегодня зарегистрирован как средство для лечения ожирения даже без сахарного диабета. И это действительно очень перспективное направление в современной медицине. Но мы говорим сейчас не о препаратах off-label, мы говорим о российских препаратах, да, инъекционных для снижения массы тела и лечения сахарного диабета второго типа. Мы говорим о тех молекулах, которые зарегистрированы для этого и имеют соответствующее разрешение. Друзья мои, мы уже записывали подробный выпуск о лечении ожирения и сахарного диабета с эндокринологом Андреем Подзолковым. Если вы еще не видели, переходите обязательно по ссылке и смотрите в описании. Хорошо, Ольга Юрьевна, продолжим мы, конечно, это изумительно важная тема, она интересная, безусловно, с каждым годом появляется новое в лечении сахарного диабета второго типа, но предположим, что нас сейчас смотрят те люди, которые, может быть, и не знают, что у них сахарный диабет. Так вот, я хочу спросить у вас о 5, может быть, 3, это на ваше усмотрение, неожиданных факторах, которые говорят о том, что у человека повышенный сахар. Давайте перечислим их для того, чтобы, может быть, кто-то узнал в них себя. Но вот здесь надо сказать, что обычно сахарный диабет второго типа, если специально его не искать, диагностируется где-то к 5-7 году уже существования в организме человека. А поскольку это сахарный диабет второго типа, друзья, это прежде всего сердечно-сосудистое заболевание, опасное инфарктами, инсультами, сердечной недостаточностью. Вот именно поэтому, чем раньше мы поймали это заболевание и начали брать его под контроль, тем быстрее мы защитим нашего потенциального пациента от вот этих самых сердечно-сосудистых катастроф. Так как заподозрить у себя диабет второго типа? Широко известные симптомы: сильная жажда, обильная полиурия, да, вот мочеиспускание каждые 2 часа, появляются, когда сахар уже очень высок, выше 12 миллимоль на литр в крови, то есть когда диабет существует уже долго-долго. А что появляется раньше? На что стоит обратить внимание? Есть такой симптом, на который люди часто не обращают внимания или находят ему другие объяснения. Это постоянное чувство усталости. Вот нету сил, нет ресурса, невозможно добежать до автобуса, быстро сбежать по лестнице, работать целый день в прежнем режиме. Энергия кончается раньше, чем заканчивалась, вот, скажем, год назад. Вот это один из поводов проверить сахар крови. Так может дебютировать сахарный диабет. Еще один симптом, о котором люди тоже часто не задумываются или находят ему другое объяснение. Встать ночью 1, 2, 3 раза, чтобы помочиться. Мужчины часто это объясняют дебютом простатита
Женщины тем, что попили много чая на ночь, никому не приходит в голову, что этот симптом – основание проверить глюкозу крови. Еще один симптом, о котором иногда люди не знают и идут совсем к другим специалистам. Быстро начинает ухудшаться зрение. Появляется то мутная картинка, нечеткая, то как-то вот начинает быстро прогрессировать возрастная дальнозоркость, например. И люди идут к офтальмологу, и правильно идут. Но умные офтальмологи очень часто при этих симптомах, помимо того, что рекомендуют определенные какие-то меры по улучшению зрения, рекомендуют проверить сахар крови. Почему? Хрусталик, та линза, которая есть у каждого из нас в глазу и которая изменяет свою кривизну, чтобы аккомодировать, приспосабливаться к смотрению вблизи или вдали, состоит из мукополисахаридов. Мукополисахариды хрусталика начинают менять свою структуру при высоком сахаре. И свойства хрусталика начинают теряться, зрение начинает ухудшаться. Вот еще один симптом, о котором многие не знают. Я вот сознательно называю те симптомы, на которые люди обычно не думают. Есть еще один симптом, но он может указывать уже на высокий уровень сахара крови. Это внезапное снижение массы тела. Оно может указывать на разные заболевания, и на онкологические, и на тиреотоксикоз, и на неврологические определенные болезни, но и на сахарный диабет. То есть, если вес по какой-то причине, вы живете по-прежнему, питаетесь по-прежнему, не поменялось ничего в вашей жизни, но вес начинает снижаться, рано радоваться. Некоторые говорят: о, здорово, я был толстый, я начал худеть. Нет, ребята, проверьте сахар крови, это может быть дебют сахарного диабета. Вот еще один симптом, о котором многие могут не знать. Ну и еще один симптом назову, раз уж мы 5 договорились. Это симптом, который тоже связан с уже несколько лет существующим диабетом, но иногда он бывает единственный, поэтому о нем тоже надо знать. В пальцах ног, в стопах появляются какие-то непонятные и неприятные ощущения, покалывание, жжение, онемение. И люди думают: у меня тесная обувь, я сегодня очень много ходил. Ищут какие-то свои объяснения, а иногда это бывает проявление диабетической нейропатии, которая может быть единственным симптомом, который подскажет, что диабет есть. Друзья мои, на самом деле мы уже снимали выпуск о здоровье глаз, внутри которого с офтальмологом Татьяной Шиловой разбирали вот такие неожиданные симптомы. Если вы еще не видели эту программу, обязательно спускайтесь в подвальчик и смотрите. Ольга Юрьевна, спасибо большое за такие важные моменты, потому что действительно иногда такое покалывание в пальчиках ног кто-то даже связывает с дефицитом витаминов, с магнием, там, с какими-то кардиологическими симптомами. Спасибо большое. Знаете, я, наверное, все-таки спрошу. Ну вот жил же человек, был здоровым. Вот что с ним случилось не так? Он сахара переел. Ну почему у него вдруг случился сахарный диабет? Все же было нормально. От переедания сахара, вот такого разового, да, вот захотел человек сладкого и наелся, вот сладкого чаю напился, торт съел, виноградом закусил. Вот от этого однократного эксцесса диабет не случится никогда, ни у кого. Это не так работает. Фокус в том, что большинство из нас, как это ни печально, несет в себе генетический материал, комплекс генов, он сложный достаточно комплекс этот, который является сценарием будущего диабета второго типа. У подавляющего большинства из нас этот сценарий заложен. Но вот что интересно. Запуститься этот сценарий может только при определенном условии. И вот этим условием является избыточный вес. То есть человек, который заполучил свое ожирение, имея вот этот генетический набор, а скорее всего он у него есть, рано или поздно до своего сахарного диабета доживет. И это произойдет где-то между 40 и 50 годами. О каком избыточном весе мы тогда говорим? Потому что кто-то может сейчас подумать: ну, у меня нет избыточного веса, я тут просто немножечко такой полненький, здесь торчит, тут торчит. Есть какие-то цифры? Может, так уже стали? Вот, да. Я сейчас даже не буду говорить про индекс массы тела, потому что это, сложно. Многократно
Эта тема известная, и если нашим зрителям интересно посмотреть, что такое индекс массы тела и рассчитать свой, сегодня калькуляторов этих в интернете огромное количество. Но даже не про него скажу. Возьмите сантиметровую ленту, измерите себе окружность талии. Если у женщины окружность талии больше 80 сантиметров, а у мужчины больше 92, это уже избыточная жировая ткань. И вот если вы намерили эти цифры, больше 80 у женщин, больше 92 у мужчин, есть основания просто так, без всяких симптомов, каждый год проверять сахар крови. Отлично. Друзья мои, я просто напомню, может быть, кто-то не знает, талия – это когда вы подходите к зеркалу и видите тут небольшую выемку. Пожалуйста, внимательно сделайте эти измерения не на вдохе, как я видела, у меня мама однажды так измеряла объем талии. Да, подтянутый живот, у меня все хорошо, 80 сантиметров. Будьте честны с собой. Ольга Юрьевна, переходим к анализу крови на сахар. Потому что сегодня, что уж скрывать, да, что-то заподозрили, пошли в лабораторию, натощак сдали кровь. Есть ли какие-то обязательные условия для того, чтобы пациент или человек в нашем случае получил достоверный результат анализов? Может быть, нужно не есть там сахар в течение нескольких дней, не пить там зеленый чай, например, накануне. Как увидеть правильные реальные цифры? Вот лучше всего к анализу не готовятся специально. Угу. Проснулся утром, после обычного дня, дошел до лаборатории и сдал кровь на сахар. И если получил результат с циферкой не выше 5,5 миллимоль на литр, вот 5,5, 2 пятерки, можно пока успокоиться и на ближайшее время к этому вопросу не возвращаться. Но если цифра от 5,6 и выше, сдайте еще один анализ, который называется гликированный гемоглобин. Это очень точный показатель, интегральный показатель, который позволит оценить, каким был сахар крови за последние 3 месяца у вас. И вот если цифра гликированного гемоглобина выше, чем 5,8%, то уже есть нарушение углеводного обмена. А если цифра 6,5 и более, это диабет. Вот эти цифры надо знать, помнить и уметь их интерпретировать, потому что референсы лаборатории, они ездят по-разному, и норма и референсы лаборатории – это не одно и то же. Есть интересные данные о том, что некоторые препараты, которые человек может принимать регулярно, например, гормональные препараты, кардиологические какие-то, могут повышать уровень сахара в крови. Так ли это? И что это за лекарства? Есть препараты, которые действительно могут влиять на уровень глюкозы крови. Но что здесь важно понимать? Если на фоне приема какого-либо препарата, мы сейчас поговорим, что это могут быть за лекарства, сахар крови повышается, то он повышается. И все эффекты, связанные с повышенным сахаром крови, вы обретете. Например, препараты из группы глюкокортикостероидов. Они назначаются для лечения определенных системных заболеваний, болезней суставов, например, бронхиальной астмы, многих других заболеваний. Эти препараты имеют свойство повышать уровень глюкозы крови. Если эти препараты принимаются очень долго, развивается даже такое состояние, которое мы называем стероидный сахарный диабет. Вызван препаратами стероидными, но имеет все свойства сахарного диабета 2 типа, со всеми вытекающими отсюда обстоятельствами. Да? То есть все равно с этими сахарами работать надо, игнорировать их не надо. То есть если сахар крови повысился на фоне той или иной терапии, то да, надо принять это к сведению и координировать ситуацию с повышенным сахаром крови. Есть препараты, которые нельзя отменить из-за их влияния на углеводный обмен. Например, мы знаем, что такие великолепные препараты, как статины, препараты, которые профилактируют инфаркты, инсульты за счет того, что, снижая уровень плохого холестерина, профилактируют прогрессирование атеросклероза. Эти препараты обладают небольшим диабетогенным действием, то есть могут повышать постепенно уровень глюкозы крови. Это что, повод не давать статины? Нет, ни разу нет. Но надо помнить об этом свойстве, и если глюкоза крови начинает повышаться, брать ее под контроль и соответствующим образом координировать уровень глюкозы крови.
Друзья мои, о статинах мы также записывали выпуск о лечении сердечно-сосудистых катастроф. С доктором Утиным мы говорили о том, что же на самом деле для нас важнее. Некоторые мифы относительно того, что статины губят печень, мышцы, еще какие-то органы, или действительный риск инфарктов и инсультов. Если вы еще не видели этот выпуск, пожалуйста, спускайтесь и смотрите его. Ольга Юрьевна, я знаю, что у нас... соотечественники-то наши каким образом любят лечиться? Послушаю здесь совет, там совет, пойду в аптеку что-нибудь себе прикуплю. И я уверена, что вот ваша многолетняя практика, она показывает, к чему это может привести. Я хочу, чтобы вы сейчас для наших зрителей обозначили топ-3 вредных совета по лечению диабета. То есть как люди сами себе могут навредить. Вредные советы я дам, но прежде чем дать вредные советы, я поддержу тех соотечественников, которые хотели бы самостоятельно справляться со своим диабетом, своей астмой, своим гепатитом и так далее. Все очень просто, дорогие соотечественники. Чтобы самостоятельно справляться с серьезными заболеваниями, диагностировать их себе, лечить их у себя, нужно всего-навсего 6 лет отучиться в медицинском институте, 3 года в ординатуре и далее ежедневно читать специальную медицинскую литературу. И тогда, по принципу Гиппократа, врачу исцелись сам, вы сможете самостоятельно диагностировать и лечить многие терапевтические заболевания. Это правда так. Что касается вредных советов. Многие люди глубоко убеждены, что излечить себе сахарный диабет они могут, пользуясь теми или иными предложениями в интернете по приобретению биологически активных добавок, которые содержат в себе некие вещества, которые якобы излечивают сахарный диабет. Я знаю название этих добавок, но даже не рискну их перечислять, чтобы не смущать наших зрителей. Есть люди, которые думают, что если ничего не чувствуется, а сахарный диабет в первые годы, он, знаете ли, убивает как радиация. Ты его не чувствуешь, а он тебя уже убивает. И вот если нет никаких нежелательных ощущений, то и лечить не нужно. 0 симптомов, да, смысл с этим биться. Кстати, когда вот людям назначают статины, атеросклероз-то мы тоже не чувствуем, как прогрессирует. А смысл принимать? Я начал пить, ничего не почувствовал. Организм почувствует. Почувствует, как растет глюкоза крови и изменяет структуру каждого белка, гликируя его. Это очень небезопасные процессы, которые приводят к изменению каждого сосуда, каждого нервного окончания, структуры глаза, структуры почки, структуры мозга. Диабет, он не щадит ни один орган, ни один. И для того, чтобы не попасть вот в эти ловушки вредных советов, попей БАДы или начинай бегать каждый день 10 километров, и диабета не будет. Это полезно бегать. И ходить полезно, и вообще заниматься физкультурой полезно, и питаться правильно полезно. Но это не способы вылечить сахарный диабет. Это дополнения, которые помогут вам хорошо контролировать диабет при правильно назначенном лечении. Еще один вредный совет, который очень часто попадается и очень меня огорчает. Обнулить углеводы. Исключить их вовсе. Питаться одними белками и жирами – это так называемая кето-диета. И люди наивно полагают, что на фоне такой кето-диеты они, углеводы-то вроде как не поступают, они от диабета-то и избавятся. И худеют же заодно. Как будто бы видят они ведь эффект. Уходят в ацидоз. Тут интересная история происходит. Когда ко мне приходят такие умники, я задаю им вопрос, очень простой вопрос, который знает и ответ на него знает каждый второкурсник медицинского института. Это действительно простой вопрос. На каком этапе в цикл трикарбоновых кислот включается ацетилкоэнзим А? Очень простой вопрос, правда. Цикл трикарбоновых кислот, так называемый цикл Кребса, это тот химический процесс, в котором сгорает одна молекула глюкозы и в присутствии кислорода дает 36 молекул АТФ. Мы живем за счет энергии глюкозы. Но в этот же цикл встраивается и кусочек молекулы жира в виде ацетилкоэнзима А. На определенном этапе вот он туда и встраивается. То есть, говоря словами маститых наших эндокринологов, жиры сгорают в пламени углеводов. Молекула жира не может сгореть до конца, до углекислого газа и воды, и дать энергию АТФ.
если углевод, глюкоза, не включилась в свой энергетический цикл. То есть, обедняя свой рацион углеводами, вы нарушаете нормальное образование энергии в своем организме. Она просто не образуется, вы быстро ослабеете на кето-диете. И ваши жиры, разрушаясь, не будут сгорать до конца, образуя кетоновые тела. Ваша кровь закисляется, у вас накапливается ацетон, вот это называется кетоацидоз, это нехорошая история, довольно губительная для организма, поэтому вот все эти кето-диеты, они очень вредны, они жизнь сокращают. Второй вредный совет. Третий все-таки дадим какой-то вредный совет по лечению диабета? Да. Угу. Есть еще одна такая своеобразная традиция у наших пациентов. Они думают, что для того, чтобы справиться одним махом и с диабетом, и с ожирением, им нужно голодать. Кто-то включается в какие-то программы лечебного, так сказать, голодания, кто-то начинает очень скудно питаться, ну, например, 1 раз в день человек съедает там какую-то небольшую порцию и думает, что вот таким образом он сейчас и с весом разберется, и с сахарным диабетом. Это очень опасный путь, который является прямой дорогой к ожирению и прогрессированию диабета. Как это работает? Дело в том, что нашим пищевым поведением управляет вовсе не кора головного мозга, как мы думаем, не как мы решили, как мы задумали, а управляет подкорковая структура, та, которая думать в классическом смысле не умеет, ориентируется на определенные биохимические параметры, на определенные частицы химические, которые поступают в подкорковые структуры, в частности в гипоталамус, в центр пищевого поведения, и по их концентрации определяет, как приказать коре вести себя. Чтобы упростить, я приведу пример с еще одним вот таким же совершенно безусловным процессом дыхания. Вот мы думаем, что мы можем управлять своим дыханием. Хотим глубже дышать, хотим быстрее дышать можем задержать дыхание, да, на минуту, на 2. А вот давайте поспорим на $1 миллион. Я вам дам $1 миллион, если вы на 5 минут произвольно задержите дыхание. Вы никогда у меня не выиграете, потому что ваша подкорковая структура, ответственная за ваше дыхание, ваш дыхательный центр, заставит вас сделать вдох раньше, чем истечет назначенное время. Так устроены наши жизнесохраняющие центры. Так вот, центр пищевого поведения тоже жизнесохраняющий центр. Мы не можем жить без еды. Только если вопрос с дыханием – это вопрос нескольких минут, и все очевидно, то вопрос с питанием растянется на недели, месяцы, и не мгновенно произойдет этот, условно говоря, вдох глубокий, да, который после задержки дыхания неизбежно наступает. Человек какое-то время, продержавшись на очень гипокалорийной диете, на голодании, на очень скудном питании, делает пищевой вдох и остановиться уже не может. Более того, его организм, который долго находился в неблагоприятных условиях, в условиях голодания, начинает гораздо более интенсивно запасать жир из каждой съеденной порции для того, чтобы в случае нового эксцесса голодания не оказаться в положении невыгодном. После того, как была снята блокада Ленинграда, выжившие через несколько лет в подавляющем большинстве страдали ожирением. Они пережили голод. Этого организм не прощает. Но там-то была катастрофа гуманитарная, а люди создают для себя такие условия сами. Вот вам еще один вредный совет. На самом деле многим сейчас может показаться, что это какая-то тупиковая ситуация. И сахар повышен, и ожирение, и что же делать? Голодать, оказывается, не нужно, углеводы исключать тоже небезопасно. Давайте тогда поговорим о том правильном алгоритме лечения, ведь он существует. И врачи-эндокринологи, по секрету вам расскажем, и врачи-эндокринологи сегодня точно могут сказать, что, дорогой мой, вот у тебя вот такие цифры, через такое-то время мы тебя приведем к таким-то показателям, если, пожалуйста. Вот сейчас самое главное откровение от эндокринолога. Мы лечим сахарный диабет не для того, чтобы сделать нормальным ваш сахар. Мы лечим сахарный диабет для того, чтобы вы жили
долго, счастливо, в хорошем качестве, столько, сколько прожили бы, не случись с вами диабета. И вот это очень важно понимать. Иногда наши пациенты так фиксируются на цифрах своего сахара, что все остальное – артериальное давление, уровень липидов в крови, масса тела, уровень мочевой кислоты в крови, то есть вот те факторы, которые влияют на прогноз, они игнорируют. Главное, чтобы был хороший сахар. Слушайте, от того, что он умрет с хорошими сахарами, тогда же, когда умер бы и с плохими, никому лучше не будет. Ни пациенту, ни врачу. Поэтому сегодня надо понимать, когда мы много чего знаем про сахарный диабет, лечение сахарного диабета 2 типа – это контроль над всей многофакторной вот этой историей, ассоциированной с диабетом 2 типа. Глюкоза крови, да, бесспорно. Уровень липидов, атерогенных липидов, уровень артериального давления, масса тела, уровень мочевой кислоты, физическая активность пациента и его регулярное питание. Вот если вот это все крутится, все колесики, да, все зубчики встали, эти часики заработали, все, мы отыграли время настолько, что пациент с диабетом 2 типа будет жить долго и счастливо. Каким же образом это сделать? Ведь кажется, что человек приходит к эндокринологу с конкретной проблемой – сахарный диабет, а тут получается эндокринолог ему что, и статины пойдет, что ли, назначит? И мочевую кислоту и почки он ему будет проверять? Или что? Как это работает? Он пришел к эндокринологу за одной таблеткой или, может быть, за одним волшебным укольчиком, да, о котором мы говорили в самом начале программы, а вышел вот с таким вот списком препаратов? Знаете, Леночка, еще в начале XIX века наш с вами великий соотечественник, доктор Матвей Яковлевич Мудров, сформулировал принцип работы российского врача – лечить не болезнь, а больного. Сегодня мы, к сожалению, часто отступаем от этого принципа, разбирая человека буквально на суповой набор. Один лечит одно, другое, третье, 7 нянек, дитя без глаза. Так вот, эндокринолог, хороший эндокринолог, он должен очень четко понимать, что он лечит, когда лечит сахарный диабет 2 типа. И поэтому, да, я назначаю и обосновываю своим пациентам как сахароснижающие препараты, причем те, которые улучшают сердечно-сосудистый прогноз, почечный прогноз, состояние печени. То есть вот есть у нас современные препараты, такие поливалентно хорошие. Так и статины, антигипертензивную терапию, препараты, влияющие на уровень мочевой кислоты. Проговариваю с ними режим физической активности, режим питания. Не упрекаю их никогда, не ругаю, они за помощью ко мне пришли, а подсказываю, как выстроить свою жизнь таким образом, чтобы, несмотря на то, что диабет влез в их жизнь, эта жизнь не сломалась, не нарушилась, а была хорошей, качественной и долгой. Что самое сложное для пациентов? Вот что вы видите? Вы им, допустим, назначаете, по препаратам все понятно, все хорошо. Где затык случается чаще всего? Ну, поскольку сахарный диабет 2 типа чаще всего дебютирует в возрасте где-то от 40 до 50 лет, есть варианты, у кого-то и в 35, у кого-то и в 60. Но, тем не менее, вот это вот такой самый богатый коридор от 40 до 50, мы же понимаем, что это еще молодые, энергичные, работающие люди, для которых новое вводное, что вот теперь придется каждый день принимать лекарства, придется изменить что-то в своей жизни, в питании, в физической активности, ну вообще что-то поменять, следить за какими-то показателями, показываться врачу. Это большой стресс. И тут очень важно выстроить отношения с человеком, нормальные, дружеские, обозначить себя как его тыл. У тебя случилась проблема, у тебя есть я тебе помогу, но давай договоримся, есть правила игры. В твою жизнь вмешалась довольно неприятная болезнь. Да, она есть сегодня у каждого 9-го взрослого на земле, но вот ты оказался тем самым 9-м взрослым. Давай сделаем так, чтобы эта проблема не разрушила тебя раньше времени, чтобы ты правнуков вырастил, и чтобы ты бегал с ними, еще и в классике играл, да? Вот для этого давай малую плату внесем, да, небольшую жертву дадим вот этому вот событию, которое называется сахарный диабет. Поэтому нам понадобится сделать то-то, то-то и то-то. Если сложно все сразу,
Давайте постепенно вводить какие-то моменты и смотреть, что у нас получается. И дальше, когда мы полностью выстроим вот этот сценарий защиты, вы в домике. Мгм. Ольга Юрьевна, вы знаете, и напоследок, я понимаю, что мы сейчас все живем в таком мире, где информации уже настолько много, что даже мы, специалисты, вы в своей области, да, я в журналистике, иногда теряемся в этом потоке информации. Что уже говорить об обычных людях, которые не знают, что такое достоверные источники информации. Поэтому для них чаты в WhatsApp, например, соседские, да, или какие-то там статьи без указания авторства также являются прямым указанием к действию. Может быть, вы расскажете, где можно правильную информацию о сахарном диабете получать людям и быть уверенным в том, что это действительно сработает? Ну, тут у меня будет два ответа. Ответ первый, который, кстати, работает, особенно если у человека высшее образование, иногда и не одно, он умеет читать серьезные тексты. Если хочется найти информацию о каком-то заболевании, в поисковую строку сначала должно быть введено два слова «клинические рекомендации», а дальше уже название того заболевания, которым вы интересуетесь. Читайте клинические рекомендации, и там вы вредных советов не найдете. Вот это первый вариант. Для тех, кому сложно читать такие специальные трактаты, которые предназначены-то, в общем, не для широкой публики, хотя это не тайна, они не засекречены, не зашифрованы. Их просто для того, чтобы читать, надо иметь определенную подготовку. Для тех, кто хочет знакомиться с информацией более простым путем, через популярную литературу, на протяжении нескольких лет мы сотрудничали с издательством «Эксмо», и там выходили книги, которые шли под единым грифом «Программа оздоровления нации. Пора лечиться правильно». И вот эти книжки про очень разные заболевания и состояния, написанные врачами, специалистами, профессионалами, но на простом человеческом языке, они доступны. Они есть в отделах популярной литературы о здоровье. И если книжки с этим грифом вам попадаются, вы можете их читать совершенно спокойно. Их же можно найти и в интернете, никаких проблем. Программа оздоровления нации «Пора лечиться правильно». В частности, в эту программу входит замечательная серия моего друга и коллеги Антона Владимировича Родионова, которая называется «Энциклопедия доктора Родионова». Там несколько книжек самого Антона Владимировича, а все остальные, основная масса этих книг написана его друзьями и коллегами. Там есть и мои 3 книжки про сахарный диабет, болезни щитовидной железы и про ожирение. Большое спасибо. На самом деле, друзья, это действительно так. Получить качественную информацию сегодня не так уж и сложно. Достаточно просто захотеть и, хотя бы немножко в этом разобраться. Я надеюсь, что сегодня мы ответили на основные ваши вопросы. И если какие-то моменты мы не обсудили, пожалуйста, прямо сейчас напишите в комментариях. Спасибо вам большое за такую понятную и очень важную беседу. Спасибо, Леночка. Доброго здоровья. Оставайтесь с нами, друзья, и будьте здоровы. Увидимся уже в следующий понедельник. Пока.